Данную пряжу я заказывала в магазине «Наша пряжа». Ссылочка внизу под видео. Пряжа приехала в виде двух бобин. Одна маленькая, из которой я вязала образец и много раз его распускала, чтобы привыкнуть к этой пряже. И вторая бобинка очень большая. Всю информацию, размер моего пледа и вес пряжи, которая мне понадобилась, все напишу подробно внизу под видео. Мне очень понравилась палитра, и не могу вам ее не показать. Посмотрите, какие красивые цвета. Я выбрала вот этот цвет, номер 287, который называется Натюрель. Посмотрите, какая красота. В инстаграм-аккаунте магазина «Наша пряжа» вы можете посмотреть фото готовых работ из этой пряжи. Пледы, шапки, снуды. Давно мечтала связать пледы с такой шерсти. Этот образец я вязала несколько раз, распускала его, по-разному набирала петли в начале вязания, по-разному пробовала закрывать. Подбирала плотность, которая больше всего мне бы понравилась из этой пряжи. И сейчас поделюсь с вами своими наблюдениями и выводами. Как вы можете заметить, внизу у меня образец поуже, а ближе к верху расширяется. Это потому, что в этой части образца я вязала плотно, и полотно получается такое, знаете, как подставочка под что-то. Как будто бы тверденькая такая подушка на стульчик, например, в кухню. А вот здесь вязка уже более свободная, видите, как пружинит. Внизу не так пружинит. Спиц толстых таких у меня нету. Пробовала вязать также руками, но при вязании руками получаются очень большие петли. Посмотрите, насколько большая получается петля. Намного больше, чем когда я вязала просто, так сказать, на глаз. Сейчас расскажу, как я вязала. Много людей показывают, что вяжут эту пряжу руками. Возможно, у них пряжа идет потолще, или им нравится такой результат, когда полотно получается более рыхлым. Если хотите, можете попробовать вязать руками. И я сейчас покажу вам, как это делать. На образце, опять же, потренируйтесь, свяжите образец руками, а потом другим способом. И сравните, какое полотно вам больше понравится, так и вяжите. Связав образец, я сделала расчеты. В 50 сантиметрах у меня получается 8 петель. Значит, нам нужно 2 раза по 50 сантиметров, то есть 8 плюс 8 16 петель. И еще 10 сантиметров возьмем 2 петли. 2 петли на самом деле помещаются в 12 сантиметров, то есть на 2 сантиметра больше. Но так как лицевая гладь имеет свойство подкручиваться, то этот сантиметр немножко подвернется и будет плед нужного мне размера. Если вы захотите связать плед любой другой ширины и длины, то опять же вяжите образец, высчитывайте, сколько в вашей плотности петель в 50 сантиметрах, например, или вяжите по этому мастер-классу, попадая в мою плотность. И тогда для пледа, например, с шириной 2 метра, вам нужно будет набрать 32 петли по моей плотности. Советую вам проконсультироваться с продавцами в магазине «Наша пряжа», чтобы они вам посоветовали, сколько пряжи нужно покупать на нужный размер пледа. Не бойтесь распускать по несколько раз эту пряжу. Я распускала уже очень много раз, ничего с ней не происходит. Главное аккуратно это делать. Даже если вы свяжете уже большой плед, не бойтесь его перевязать. Распустите и перевяжите, если вам не понравился результат, исправляя все свои ошибки. Конечно, покажу вам ее вблизи, она мягкая, абсолютно не колется. Это пряжа ровница. Видите, она вообще не скрученная, как будто бы взяли шерсть, расчесали. Пряжа требует аккуратного ухода, нежных прикосновений и не любит, чтобы ее вот так вот терли, как я поняла. Ну что ж, давайте начнем вязание. Находим кончик пряжи и делаем первую петлю. Кончик пряжи оставляем совсем короткий. Вот так перекручиваю. Дальше вот эту нитку рабочую протягиваю в петлю. Вот так. И за кончик тянем, затягиваем. Рабочей ниткой мы регулируем высоту петли. Видите, можно ее сделать пониже, а можно повыше. Поначалу советую пользоваться рулеткой и измерять высоту ваших петель. Нужно, чтобы каждая петля была высотой 9 сантиметров. Видите, сейчас она 8. Давайте чуть-чуть вытянем. Вот, теперь 9. Вот такого размера петли мы будем с вами вязать. Протягиваем рабочую нитку в петлю.
вытягиваем еще раз такую же петлю. Смотрите, берете рабочую нитку и петлю в руку и натягиваете. И тогда же измеряете. Вот 9 сантиметров. Поначалу будете пользоваться рулеткой, а далее уже она вам будет не нужна, так как вы на глаз уже будете определять высоту ваших петель. Вот это левая стенка петли, и это рабочая нитка, видите? Я тяну рабочую нитку, и левая стеночка затягивается. Провязываем так, чтобы левая стенка была на стороне рабочей нитки. Набираем нужное количество петель и вяжем первый ряд. Количество петель, сколько я набрала для своего пледа, напишу вам на экране и внизу под видео обязательно. И также укажу количество рядов, сколько было провязано. Провязываем первую петлю вот таким образом. Пользуйтесь рулеткой, друзья. Поначалу отодвигаем дужки наших косичек. Вот, например, дужка. Я сюда веду 2 пальца. Вот следующая. Вот следующая. Мы будем вводить нашу руку и цеплять пряжу и вытягивать вот так. Также советую бобинку немножко размотать, чтобы пряжа лежала вот в таком виде, а не на бобине, так как если она будет на бобине и вы будете прям с бобины ее вязать, то она будет у вас вот так вот по спирали подкручиваться, а это нам не надо. Фиксируем пальчиками вот эту дужку, левую дужку, потому что левая дужка это наша рабочая нитка. Нужно, чтобы она не двигалась. Вводим руку в следующую петлю, хватаем пряжу и вытягиваем. Подтягиваем правую дужку вот этой петли. Вот так. Мы вот эту вот перемычку подтягиваем, чтобы она не провисала, лишнего чтобы не было. И потом рабочую нитку подтягиваем вот так. И делаем петли одинаковые. Можно не заморачиваться, конечно, вязать просто на руках, но тогда полотно будет не настолько идеально ровным, как бы мне хотелось. Теперь вяжем в обратную сторону. Первая петля. Вот так. Вторая петля. Вот так. Подтягивайте всегда вторую петлю, вот следующую, да, за левую стеночку, вот так. Нужно, чтобы вот эта косичка, которая здесь будет формироваться, стояла прям вплотную рядом с этой. А не было, знаете, как вот так, чуть-чуть растянута. И видна будет такая лесенка между петлями, между столбиками из лицевых петель. Аккуратно подтягиваем постоянно пряжу, вот так. Подтягиваем левую дужечку. А потом правую, вот так. И последняя вот эта петелька, вяжем ее лицевой. Далее первую петлю мы провязывать не будем, будем ее снимать, как будто бы кромочная эта петля. Вяжем следующую, вторую вот эту. Так, провязали. Снова первую петлю мы не провязываем, оставляем ее как кромочную, снимаем. Внимательно следите за размером кромочных петель, они не должны быть сильно большие. И таким образом, друзья, вяжем, пока не вывяжем всю пряжу. А теперь покажу, как вязать на руках, если вы хотите вязать руками. Надеваете первую петлю на правую спицу. Вот так берете рабочую нитку, вводите в петлю, таким образом, чтобы петля не была скрещенная. То есть она не должна стоять вот так, видите? И вот так. Тоже не должна. Петля должна стоять всегда вот так. Правая стенка справа, левая слева. Надеваем на руку, провязываем и сразу же надеваем на руку. Последняя петля лицевая. Вот так. Надеваем ее на левую руку теперь. Как кромочную снимаем. В следующем ряду ее не вяжем. Провязываем лицевую следующую петлю, вешаем на левую руку. Снимаем с правой руки, провязываем. Видите, как я хватаю нитку снизу и вешаю вот так. Вот так. Лицевая вяжется лицевой в конце и вешаем на правую руку. Провязали один ряд, вяжем следующий. Лицевая так и остается не провязанной. Следующую петлю берем, протягиваем пряжу и вешаем петлю на правую руку. Провязываем лицевую последнюю, вешаем на левую руку петлю
Вяжем в обратном направлении. Посмотрите на разницу в плотности. Там, где мы вязали 9-сантиметровые петли, видите, какое полотно, более плотное. Там, где мы вязали руками, получается более рыхлая вязка. И вот та лесенка, о которой я говорила, когда растягиваешь полотно, видите, вот в столбиках лицевых петель получается лесенка. И между столбиками лицевых петель тоже вот возникает лесенка. Так что, друзья, я советую потренироваться. Свяжите 2, 3, 4 раза образец, перевяжите его и так, привыкните к пряже, подберите плотность, которая вам нравится, и только потом вяжите большой плед. Перед тем, как закрывать петли пледа, нужно убедиться, что остался достаточно длинный хвост пряжи, чтобы закрыть полностью весь ряд. Неважно, с какого края вы начинаете закрывать петли, с правого угла или с левого. Мы крайнюю петлю накладываем на соседнюю вот так. Берем рабочую нитку и вытягиваем таким образом, чтобы левая стенка петли, вот она, видите, если поставить, правая, левая, чтобы левая стеночка была сверху. Правая снизу, левая сверху. Вот так. Длина такой петли тоже должна быть 9 сантиметров. Вот, видите. Далее мы эту петлю накладываем на соседнюю. Протягиваем рабочую нитку таким образом, чтобы левая стенка была сверху. Обязательно. Вот так. Снова накладываем. И вытягиваем точно таким образом петлю. Не перекручивайте. И последняя петля. У вас здесь останется хвостик короткий. Вы его просто вытягиваете полностью. И у вас будет висеть хвостик пряжи. Вот как с этой стороны в начале вязания. Его нужно аккуратно спрятать на изнаночной стороне. Для этого мы интуитивно прячем его под дужки изнаночных петель и крайних вот этих кромочных. Вот так. Лишнее можно обрезать. Если связать небольшой такой пледик, то такой пледик можно использовать как фотофон или как декоративный элемент в ваших фотографиях для Instagram. А также такой плед можно использовать в любых фотосессиях. Делитесь этим видео с друзьями. Обязательно вяжите образец, чтобы определить плотность, которая вам понравится. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, потому что на нашем канале много мощных, полезных мастер-классов по вязанию крючком, спицами и не только. Пледов по вязанию спицами на нашем канале очень много, так что ищите, смотрите и вяжите вместе с нами. До скорых встреч, всех обнимаю, пока, дорогие, пока!